привет! Это Орел и Решка, и перед вами Аполлон и Афродита. Что? Кто? Коль, ну мы же приехали на Миконос, а здесь это прям излюбленное место богов. У них постоянно тут какие-то были разборки. Слушай, ну я думаю, что это отлично. Зачем изменять традициям острова? И давай тоже устроим разборки. Давай разберемся, кто здесь проведет уикенд как бог, а кто как рабок. Орел. Решка. Все, как ты хотела. Античная трагедия в современных лицах. Это точно. Аполлон и Алинка. А? На рюкзачок. Здесь все, что тебе нужно. Ладно, я И пошла. то, что не нужно мне. 100 Ну что? баксов в Греции, как? Ну что? Ребята, боги в городе! Миконос – это гранитный титан, который явился миру из пучины Эгейского моря и древних легенд. Когда-то это был один из самых бедных островов Греции. А сегодня Миконос – магнит для миллионеров, кинозвезд и заядлых тусовщиков. Ну и как мы могли сюда не заехать? Так, ну, на самом деле все не так плохо. Во-первых, я на острове. Миконос, на минуточку. До центра тут всего 2,5 километра. Пройдусь, лето. Почему нет? Да и вообще, каждая девушка – богиня. У меня все. Правда, я не учла один маленький нюанс – жару. На градуснике по 30. Так что прогулочка к центру – то еще испытание. Попутку, что ли, словить? В город отправляешься? Ой, господи. Смотри, мне прям по пути. Хочешь, я тебя подброшу? А? Коля, Садись. а почему ты взял половину машины, а не целую? Понятно. Вот эта инициатива наказуема. Подожди. Я хочу, подвези. Подожди. Эх, я просто не рассмотрела. Хорошая машина. Спасибо. А что за машина вообще? Это смарт. Алина, это коллекционный смарт. Их выпустили всего 1200 штук. И этот 205. Видишь порядковый номер? Эксклюзив. Smart Cross Blade. На этот уикенд я выбрал себе по-настоящему уникальную тачку. У нее нет крыши и ветрового стекла, а вместо дверей чудаковатые предохранители. Но в этом-то и фишка. Это машина-прихоть, игрушка местных богачей, которую отдают 24 тысячи евро для того, чтобы всего пару раз проехаться на ней к пляжу в солнечный день. Сколько лошадей у меня под капотом? Ну, слушай, это автомобиль другого порядка. Он измеряется не в лошадях под капотом, а в пегасах. Здесь 72 пегаса под капотом. Ну, такая прям красивая женская машинка. Сейчас, подожди, знаешь, я... Алинка, а тебе куда? Прямо или направо? Чтобы губы не облепились. Прямо направо тебе. Мне вообще направо. Вот сюда, пожалуйста. Ой, ты знаешь, а мне прямо. Да, я решил поехать в объезд. Выходи, в объезд. Подвез называется. В объезд города, да. Выходи. Ладно. Покаталась, все. Хватит с тебя. И ты знаешь, это на самом деле не я тебя выгнал, это машина вытолкнула. Она тебя отторгла, потому что у тебя нет вкуса. Женщины не разбираются в автомобилях. Они чувствуют души, не чувствуют этого изящества.
Миконос – это небольшой гранитный остров, который плещется в объятиях лазурных вод Эгейского моря. Миконос называют островом 4 времен года. И все от того, что здесь 300 дней в году светит солнце. А дожди, если есть, то случаются крайне редко. Говорят, что именно благодаря пейзажам Миконоса и появился греческий флаг. Синие изгибы волн и светлые линии песчаного берега. Но все-таки главная ценность этих мест – история и мифология. Ведь как все начиналось? Посейдон ударил трезубцем о скалы, и получилась россыпь островов. А сам остров, он стоит на гигантах, которых победил Геракл. Их даже по ночам можно услышать, когда храпят. Землю содрогают. В общем, незаурядно тут жили ребята. Раньше на Миконосе отдыхали античные герои и греческие боги. А сегодня здесь расслабляются богачи. Но ведь не зря же этот остров считается одним из самых дорогих курортов Греции. Для состоятельного туриста здесь нет ничего невозможного. Так что в этот уикенд я смогу почувствовать себя любым богом, которым только захочу. Ну а мне остается молить древних богов о милости и надеяться, что даже со 100 баксами Миконос примет меня радушием и фирменным греческим гостеприимством. На Миконосе туриста ждут сразу несколько интересностей. По количеству туристов становится сразу понятно, что мы возле одной из самых главных достопримечательностей Миконоса – мельницы. Каждая из них по 500 лет. С Эгейского моря дует очень сильный ветер. Местные решили использовать эту природную особенность, чтобы наладить на Миконосе переработку зерна. Так здесь и появились эти мельницы. Всего таких ветродуев на острове было несколько десятков. Поэтому Миконос называют еще и островом мельниц. Еще одна достопримечательность острова – церкви Панагия Парапартьяни. Им около 600 лет. Изначально церковь была всего одна, но население острова стремительно росло. Поэтому рядом построили сначала вторую, потом третью, а спустя годы достроили еще 2. Сегодня церквей аж 5. Сейчас это больше похоже на такой большой снежный сугроб. Просто со временем их как бы соединило. Долгожительница Миконоса. Но главная достопримечательность острова не бесчисленные старинности, а большой розовый пеликан по имени Петрос. Я с такими птицами никогда не взаимодействовала. Здрасте. Я в шоке. Это пеликан, вы видите? Пеликан. Местные очень спокойно реагируют. Петрос появился здесь благодаря местному рыбаку, который однажды нашел его раненым. Птицу выходили, и со временем она стала ручной и поселилась на улицах города. Все с тобой фоткаются, но мало кто тебя гладит, да? Мой хороший. Вот это огромная птица, просто гигантская. Богатому туристу на собственной машине найти пляж не проблема. А если денег немерено, можно даже почувствовать себя настоящим Посейдоном. Я ведь люблю нырять, люблю плавать, люблю море, люблю воду. Да мне пространство с детства об этом намекало. Я помню еще в детском саду нянечка меня Посейдоном называла. Стирала пеленки мои, говорила, вот Посейдон наш Колька. Вот оно, я нашел себя в божественном, на Олимпе нашел свое место. Посейдон. Русалочки, папка вернулся! Ха-ха! Греки считали, что море – это родной дом Посейдона.
Самое время отправиться к нему в гости. Погружаясь под воду, понимаешь, что древние были недалеки от истины. Дно Эгейского моря словно параллельная вселенная со своими дивными полями, горами и лазурным небом. Населяют этот подводный мир множество удивительных жителей. Вот огромная морская звезда. Здесь хищная мурена, а тут стая голодных барракуд. Но главный довод для погружения на Миконосе даже не это. Фишка местного дайвинга – затерянный город под водой. Видите холмики, чем-то похожие на пирамиды? Это и есть останки древнего города. Сейчас время смыло его облик, спрятав древние строения под слоем ила и песка. Но то тут, то там можно наткнуться на осколки древних амфор, которые доказывают, что перед тобой действительно настоящий город. По легенде, однажды боги поссорились из-за сосудов с амброзией. И во время ссоры потопили целый город. Не знаю, правда это или очередная байка местных, но дайвить здесь от этого не менее интересно. К полудню я наконец-то добралась к пляжу. Называется он Супер Парадайз Бич. И это самое популярное место отдыха на всем Миконосе. Плотность населения. Ну вот, яблоку есть где упасть, а мне надо поискать местечко. Отдыхают на пляже в основном клубная молодежь, но встречаются люди и постарше. Инфраструктура. Лежаки по 7 евро, зонтики по 6. Но самая главная фишка, как мне кажется, есть такой маленький сейф прямо под зонтиком, где вы можете оставить свои личные вещи, деньги, очки и пойти купаться. Песок. Больше похож на строительный или на кошачий наполнитель. Вода очень теплая, как парное молоко. Не думала, что когда-нибудь такое скажу, но мне бы хотелось попрохладнее. Жара. В целом, 4 звездочки местный пляж вполне себе заслужил. Отличное место для любителей потусить у воды. Раз уж эти выходные я проведу как греческий бог, значит и жить буду в божественных палатах. Отеле Каво Тагу. Каво Тагу – это несколько десятков белоснежных вилл, сверкающих роскошью на скалистом побережье Эгейского моря. Говорят, это один из лучших отелей Миконоса. Сейчас проверим. Так, дверь именно. Не дверь, а ворота. Золото. Роскошь. Итак, за 3500 евро я получил дизайнерский номер в средиземноморском стиле. Деревянная отделка, пастельные тона и необычные предметы интерьера. Украшений номера из роскоши здесь только вот эта золотая дверь, которую я пока не разгадал, но наверняка там кроется какой-то тайный смысл. Ростовое зеркало
зеркальной мозаикой. Как интересно. Это прекрасно. Это лучше любой античной статуи, потому что вы же помните, кто здесь, ну, как бы представитель всех богов. Ну и, конечно же, в дорогом номере должна быть терраса с потрясающим видом. Какой вид, а? О, мне прям хочется его пощупать. Прям он такой вот, знаете, упругий, приятный вид. Прислониться к нему щекой. Дал слабину чувствам, простите. Простите. Ну и, конечно же, изюминка номера. Это личный бассейн в пещере. Такого у меня еще не было. Ух ты. Так что плавать и наслаждаться тенью здесь можно даже в разгар дня. Пещера с бассейном. Просто из номера плываешь в вид. Это красота. Я не могу объяснить, почему, но во мне это место вызывает какой-то трепет внутри. Не знаю, как там жили боги, а я своим жилищем полностью доволен. Время к вечеру, а значит, пора ужинать. Конечно, на Миконосе очень много кафешек и ресторанов. Но, учитывая, что это супер туристическое место, как видите, тут дорого. Ну вот, допустим, 22 евро, 24, ну даже 100 есть. Совсем не дешево, но я знаю одно сытное и бюджетное место. Называется оно Сакис. И здесь продают популярный местный стрит-фуд. Да, Афродита проголодалась. Hello. Hello. Okay. I want gyros with chicken. Yes, please. Сейчас интеллигентно сяду, как Афродита. Итак, жирос, он же гирос, он же наша шаурма. Ой, вмещает в себя все. И картошка тебе здесь, и салат, и хлеб, и курица, и майонез. Ну, в общем, с чего бы начать. На вкус это как 3 подхода на пресс, пару отжиманий и приседания. Много приседаний. Вот такая на вкус шаурма по-гречески. А между прочим, раньше съесть мясо, любое, куриное, баранину, могли себе позволить только богачи. А все морепродукты стоили очень дешево. Сейчас наоборот. Вот такой кусок мяса стоит намного дешевле, чем креветки или лобстеры. Ну, конечно же, это палочка-выручалочка для любого бюджетного туриста. Потому что съел вот такой большой бутерброд и как бы сыт и доволен весь день. Ну что же, настало время вечерних жертвоприношений. Посмотрим, что там смертные приготовили. Для этого я выбрал ресторан Калита, который известен своими традиционными греческими блюдами. Hello. Hello, good evening. Good evening. So, what would you like to bring you? Какой выбор жертвоприношений-то, а? Какой выбор жертв? В этот вечер я решил пройтись по морепродуктам, поэтому заказал себе тигровых креветок, сибас и сладенького на десерт. Ну ты. It's from me. Two portion? 2 portions and with the sweet and sour sauce from thyme and sumac inside the dip. Enjoy. Окей. Кстати, мне нравится этот регион. Вместо одной порции, которую я заказал, принесли 2. А мы подумали, а вдруг я не наемся?
Гении. Спасибо. Итак, первое блюдо. Королевские креветки в панировке с тимьяном и лимонным соусом. Креветка без скорлупы. Да, без скорлупы. Какое мясо. Нежнейшее. И соус правильно подобран, такой, знаете, кисло-сладкий. Вот сейчас я понял, зачем мне принесли 2 порции. Молодцы, продуманные ребята. С креветками справился. Самое время переходить к блюду второму. Сибас в воздушном муссе с апельсиновым соусом. Какой красивый сибас. Это прям сибас Афродита. Тоже, кстати, из пены морской родился. Попробую пену. Это анисовая пена. Какой интересный вкус. Все, застряла во рту. Ну, пена. Попробуем сибаса. Сколько разных оттенков. Сам сибас приготовлен идеально. Весь максимум вкуса, который мог отдать сибас, он отдал этому повару. Ну, собственно, повар подчеркнул и отдал мне. Ну и, наконец, десерт. Мороженое с пахлавой. Как пахнет. Это морковное мороженое. Вкус максимально специфический. Микс сладкого, соленого и горького. Ну, очень на любителя. Я-то не любитель, я профессионал, поэтому нет. Пошлю-ка я им засуху на полгодика. Пусть подумают над своей кулинарной книгой. Хотя сибас был такой вкусный, такие вкусные креветки. Ладно, прощены. А принесите, пожалуйста, счет. Да, я хочу платить. Я понимаю, это не бесплатно же. Нынче жертвоприношения, вы знаете, не бесплатно даются. Даже богам. Thank you very much. Thank you too. It was amazing. Вечером Миконос превращается в одну сплошную вечеринку. На пляже громыхает музыка и загораются огни ночных клубов. Хорошо, что на большинстве пляжей есть клубы с бесплатным входом. Так что танцуй, веселись и отрывайся сколько душе угодно. С безлимитной картой тусить на бесплатных пляжах как-то не по-божески. Поэтому я пошел в клуб под названием «Кого породил». Здесь-то поярче должно быть. Но оказалось, что музыка, что контингент, что градус веселья везде одинаковый. Так что без разницы, тусите вы на пляже или в дорогом клубе, везде вас ждет одно и то же. Кто-то пати попахивает грустью. Девчонки стоят в сторонке, клатчи в руках ребят. Пойду-ка я лучше спать. Ух ты ж, блин. Натанцевалась. Пора и заночевать где-то. Хорошо, что на Миконосе за этим далеко ходить не надо. Ладно. Буду с вами честной. У меня просто нет денег на жилье. Любое жилье здесь стоит около $100. Это весь мой бюджет. Поэтому сегодня челлендж-палатка. Впервые в жизни. Ай! Да ну что, я не смогу поставить какую-то палатку? Так, вы ничего не потерять? Только не улетай, я тебя прошу. И так негде жить. Так, это что у нас? Палочки для суши.
Мне просто хочется так накрыться и лечь песок, если честно. Так, это не улетай. Так, это точно какой-то верх или низ. Так, ну что же это такое? Ну что за гостеприимство? Я буду ночевать вот так, а этим обороняться от диких животных. Так, все. Поставить палатку с таким ветром просто нереально. Буду спать так. Уф. Но с другой стороны слышно море. Ну ладно, ну что, это мой первый раз. Можно загадать желание. Никогда больше не ставить палатку. Утру повелеваю быть! Реально сработал. Доброе утро. Ох ты. И начну я свое бодрое утро с завтрака. Какой у меня завтрак восхитительный. Какой у меня отличный завтрак. Я ведь чемпион мира по необычным завтракам. У меня были завтраки... О, каких завтраков у меня только не было. В любых уголках мира. Что я только не ел. Какой счастливый человек, а? А этот завтрак, смотри, у Средиземного моря. Одна нога в бассейне. Вкуснейшее угощение. Он точно входит в топ-5. Это странно, но мне кажется, что это была одна из лучших ночей в моей жизни. Ой, солнышко. Доброе утро! Ой, я тут не одна, соседи. Я даже не слышала, когда они пришли. И палатку, кстати, он тоже не смог поставить. Понимаю его. Ой. Я думала, что утром в море покупаюсь. А вот чего не хочется, так это купаться. Потом выйти на ветер, это просто... Бррр. Как мне кажется, это просто необыкновенное начало дня. Друзья, я решил, что сейчас я буду богом Зефиром. Что ты ржешь? Это не смешно. Зефир, между прочим, это бог самых шумных ветров и буйных. Ну и что на Миконосе прозвище Зефир, звучит неоднозначно. Это не важно. Главное, функционал. Hello, nice to meet you. I'm Zephyr. George, nice to meet you. Nice to meet you. Вот, сейчас с Джорджем мы отправимся вокруг островов изучать местные ветра. А ты остаешься здесь, все. Хотя, с другой стороны, кто расскажет миру о моих подвигах? Пошли, залезай, разувайся.
А какой приятный бриз. Морской. На второй день отдыха все богачи на Миконосе берут себе яхту и отправляются к соседнему острову Ринея. Здесь есть куча уединенных бухт и лагун, в которых можно искупаться, как и подобает богачу, без толп туристов. Теплая, чистая и прозрачная водичка. Вот то, что надо. А вдоволь накупавшись, я решил немного восстановить силы и заказал себе небольшой обед в виде фруктовой тарелки, закусок и бутылки вина. Божественно! А бюджетные туристы на второй день покупают билет на паром и отправляются на остров Делос, чтобы познакомиться с его достопримечательностями. Окей, one ticket. How much? 20. Паромы курсируют каждый час. Успела. Спасибо. И плыть до Делоса всего каких-то 20 минут. Класс. Здорово. Благодаря парому и переправе на другой остров можно посмотреть на Миконос с воды. И самое классное, что по пути можно насладиться приятным бризом и потрясающими греческими пейзажами. Такими жемчужинами распался город, белые домики и голубые ставни, как море. Мне кажется, самый большой комплимент для синеглазой девушки – это услышать, что ее глаза – как Эгейское море. Такой насыщенный синий цвет, сочный-сочный. На яхте покатался, в море искупался. Пора и по экстриму ударить. Есть на Миконосе отличное развлечение для любителей активного отдыха на воде. Называется кайтсерфинг. Чтобы его опробовать, вам нужна доска для серфинга под ногами и специальный воздушный змей, который называется кайт. Работает это так. Держишься за веревку и пытаешься поймать попутный ветер. Он-то и должен привести доску в движение. Это так круто! Действительно, это как управлять воздушным змеем. Я себя чувствую 12-летним мальчиком. И восторга полон рот. Главный в этом диалоге ветер. А если ты будешь слушать внимательно ветер и отзываться на его какие-то прихоти, то ты получишь огромное наслаждение от кайтсерфинга. Получается, змей тянет тебя за собой, а твоя задача — устоять на волнах. Конечно, на фоне ребят, которые трюкачат на кайте, я выгляжу далеко не как бог. Но они-то этому годами учатся. А у меня сегодня первый раз. Поэтому за один подход освоить эту активность почти нереально.
Вообще для того, чтобы научиться кататься на кайтсерфинге, необходимо больше времени. Но если я уделю этому 2 дня, то тем, кому не интересен кайтсерфинг, а наверняка среди вас такие есть, они не удовлетворят свои потребности от просмотра этой передачи. Поэтому, как бы мне не понравился этот вид спорта, я вынужден двигаться дальше. Вот и он, Делос. 15 веков назад здесь уже стояли первые храмы древнегреческим богам. Античный мир съезжался сюда, чтобы поглазеть на масштабные празднества, которые устраивались в честь богов. Здесь чтили своих покровителей, не жалея ни вина, ни денег, ни жертвенного скота. На острове поместились храмы чуть ли не всем богам Древней Греции. Вот храм Аполлона, а здесь Геры. Вот дом к Гермесу, святилище Диониса и еще по 3 десятка других сооружений во славу Олимпу. Правда, сегодня разобраться, что где, сложно. Время, войны и природные катаклизмы сделали свое дело. Сегодня остров и его некогда величественные храмы выглядят как одна сплошная руина. Все эти руины были бы очень скучными, если бы не мифология. Ведь именно на этом острове рожала любовница Зевса. Сейчас вам все расскажу по порядку. В общем, у Зевса была жена Гера. И как-то парень загулял, как это у мужчин бывает, и не с кем-нибудь, а с богиней Лета, Латонией. Очень его понимаю, сама люблю лето. Значит, Латония забеременела. Жену Зевса новость страшно разозлила. Шумиха поднялась. Гера, в общем, прокляла ее, сказала, что на суше ты не родишь. В общем, замес, вот эти все вот родственные потасовочки. Ну, Зевс тут включился и решил попросить своего друга Посейдона, как бы поспособствовать, помочь в этой ситуации. Посейдон сжалился и зачерпнул с морского дна немного песка, создав плавучий остров Делос, который постоянно плыл по водам морским, подобно кораблю. Латония прибыла на остров и родила 2 знаменитых богов – Артемиду и Аполлона. Гера, конечно же, все узнала, как любая жена. Пригвоздила остров Делос к земле и наслала сюда полчища змей. Наверное, поэтому на острове с тех пор так никто и не поселился. Правда это или вымысел – загадка. Но одно известно точно. Как и много веков назад, на остров съезжаются тысячи паломников, чтобы поглазеть на останки храмов и послушать легенды о богах. Миконос – остров небольшой. Так что за эти 2 дня я попробовал почти все богатые развлечения, которые здесь есть. Кроме одного. Друзья, вы знаете, что лошадей создал Посейдон? Ну как Посейдон? Я, когда был Посейдоном, создал лошадей. Трезубцем об скалу. Ударил, появились лошади. И я так полюбил свое детище, что при каждом удобном случае стараюсь с ним увидеться. Hello! Nice to meet you, I'm Nikolai. Nice to meet you, I'm Fanis. So, can we go to the mountains? No, we can't go with the mountains because it's very stiff and full of rocks. And the thing that we can do... Оказалось, что местный гид очень бережет свою лошадку. И единственное, что он может мне предложить – фотосессию на пляже. Ну, фотошутинг как фотошутинг. Окей, we need to do the best photos for my Instagram. Фотошутинг. За 300 евро. Ну ничего, это будут лучшие фотографии в моем инстаграме. Поехали! Первая фотография. Рыцарь. Вторая фотография. Однажды в цирке.
Давайте быстро третья фотография. Кентавр. Не сделаем мы кентавра. Давай, типа, фотография номер 4. Типа упал с седла. О, фотография 4. Ребятки отдыхают. Да уж, это явно не лучшее вложение денег в моей жизни. Но бывает и такое. Надеюсь, хоть фотки получились хорошие. Друзья, настал этот момент, волнующий, трепетный, когда я прячу для вас 100 баксов. Конечно, на Миконосе 100 баксов это ничего, и Алина вам это показала. Но слушайте, мы-то делаем это не ради денег, правильно, а ради приключения. Потому что искать 100 баксов с бутылкой, это же такое крутое приключение. Кажется, я чувствую Индиана Джонсом или кем-то там еще. Одиссеем. Оп. Какие ветра, конечно. Сейчас одно неловкое движение и деньги на ветер. 100 баксов улетят. 100 баксов в бутылке. Бутылку спрячу за колесом. Оп. Если на Миконосе вам вдруг не хватит $100 для хорошего настроения, знайте. Наша бутылка уже ждет встречи с вами. Отправляйтесь к отелю Checkpoint по адресу Paradise Beach 846-00. Пройдите от него 210 метров на северо-запад. Там в заброшенном автобусе и спрятан наш клад. Ну что, удачи вам! Найдите эти 100 баксов и пусть начнется ваша легенда. Миконос – это остров, который гармонично объединяет античную историю И современные развлечения. Это так круто! класс. Место, где будет комфортно как богачу, Какой вид! Так и бюджетному туристу. курорт, посетив который, вы точно не пожалеете. Вода очень теплая. А какой приятный бриз! Вот это огромная птица, просто гигантская. Ребятки отдыхают! Это красота! Каждая девушка – богиня. Какое мясо! Это странно, но мне кажется, что это была одна из лучших ночей в моей жизни. А почему ты взял половину машины, а не целую? Понятно, тут инициатива наказуема. Подожди, я хочу, подвези. Подожди. Ой, как же холодно. Че, мерзнешь? А тебе не холодно? Вообще не холодно. Вот горячая кровь. А я так замерзла. Этот ветер, он был постоянно, все дни. Так это Миконос, это вообще все ветра тусуются. Боги и ветра. Расскажи, как прошел твой уикенд. Я знаю. Слушай, понимаешь, приезжала в гости к богам, в итоге никого не встретила. Зато встретила розового пеликана. Съездила на остров, где родился сам Аполлон. Да, в общем-то, и все. Боже, я была на такой вечеринке. Просто заживенной. Но вот Посейдон не дал поставить мне палатку, чтобы поспать. Поэтому я вот в таком каким-то калачиком. Что значит, я не дал тебе поставить палатку? Я тебе просто послал испытание, с которым ты не справилась. Вот, друзья, как людей меняет золотая карта. Перед вами бог Николас. Вот, друзья, как людей меняют 100 баксов. Становятся злыми, вредными и завистливыми. Почему же? А что, нет? А в чем же моя Ладно, зависть? я знаю, как исцелить тебя. Пошли, я тебя угощу ужином. И при свечах. А свечи-то согревают. Пошли, огромные свечи такие. Вот это прекрасно.
Пошли. Пока, друзья. До новых встреч. А что ты видел? Ты даже не рассказал ничего. А зачем? Зачем? У тебя достаточно впечатлений, чтобы не забивать голову чужими.